Пряжечки здесь нашел. Вот это 3000. Модерн. А вот эти роскошнейшие по 5. Вот это и вот это. С ящерками. Есть вот такая в виде клипсы. На шарф с бабочкой. Да, это, наверное, шаль тут застегивается. Угу. А это что? А, вот, кстати, еще тоже деталь. Тоже видно, это от шляпы или еще от чего-то тоже змея. Угу. А вот это? Это игольница. А, открывается. Ага. Угу. А, и вот же тоже вот она замаскировалась, потому что большая лежит. И это тоже пряжечка на широкий пояс. Необычно. А такая? Тоже 5000. Тоже 5. А здесь что? А здесь это часы были маленькие. Часовая коробка. Сейчас пусто. Угу. А шкатулочка? Шкатулочка Канны 6000 рублей. Не музыкальная? Карельская береза, да? Нет? Не факт, да? А, и ключик запасной даже есть. Да, вот он, все свое. Тоже печать. Печать Красиловская, почтово-телеграфная контора. Волосная. А тарелка в какую цену? 1500. Вторая красивейшая. Блюдо такое мощное. И она вот рельефная такая, она ранняя. В общем. Да видно, конечно. Это видно по фактуре, что она... А кувшинчик, молочник? Такой 4000, а кофейник 8. А, рядом кофеечек 8. Ага, вот это очень красиво. Все царское такое. Здесь еще есть тарелочки, другие варианты. Тоже интересные. С одной жизнью жили, одну похлебку хлебали. Видите, какой скромный завтрак или обед у них тут у реки. Что там, груши лежат, сок, похлебка, огурцы, по-моему, еще есть. Яркая такая очень. Ну, картина, это вот сколько нам треснуло, правда, вон там, наверное, 2 метра на 1,10 метра. Рисованная, без рамы. А я сегодня даже устал. Что вроде показалось? Ну, прошел, ну, пообщался с кем-то. А устаешь, усталость наступает. Пойду к кассе кофе просить. Передохну чуть-чуть, посижу. Видите, сколько людей гуляет? И вверху, и внизу. Вот они, эти ряды сами. Кстати, здесь можно купить даже, видите, и травы, и растения, и грибы, и землянику. В общем, все для вас, для нас, для народа. Сколько стоят они? 3500. 3500, классно. Лягушка 5500. Лягушка 5500. А корова 5. Красивая. Ой, давайте ее поближе. Я не пойму, корову или бык? Ну, без вымени. А? Без вымени. Не значит бык, правильно? Бык. Ну, наверное. Хотя, да, вот даже по взгляду, наверное, бык более агрессивный. Ну, мне тогда мы поехали с грибами и вышли из леса и на стадо прям наткнулись. А у меня была овчарка. И знаете, как страшно было? Они как начали меня окружать, коровы такие со всех сторон. А я маленькая, там, лет 14-13. Это показалось, что они окружают. Они просто шли. Да, скорее всего, да. У страха глаза велики еще. А это что за такие штуки интересные? Ну, тоже, видите, авторская работа. Глина. Ручная лепка. Почем они? По 1,5. По 1,5. Тут наклон. Ну да. Тут наклон. Так. Вот так, ага, ничего. Ох, тут много всего. Ну что, иду к кассе. Надеюсь, Ася от меня еще не устала. Это какое-то народное творчество.
Тетива, лук и стрелы. Это 500 рублей. 500 рублей. Прикольная штучка. Крокет настольный. Культпром. Минск. А петушок. Так, а петушок чей? Вот это у РВ. вас такое красивое имя. Очень глянулась, так скажем, вот эта тарелочка. Какая она красивая. Посмотрите. С ракалиями. Германия. Очень красивая. Сегодня я без покупок. Сегодня я по-скромному. Эту я вам уже показывал. Сахарница интересная. С лозой. Выемка, видите, какая. Где он? К Артуру надо подойти. Ох, часы. Вот часы роскошные. И молочник. Какая невероятная роскошь. Посмотрите, с зеленым цветом. Нежным. Но часики впечатляют. И стрелки-то какие ажурные, тонкие, нежные. Как реснички у дамы. Угу. И красивая здесь сухарница на ножке. Битва. Бельгия. 3 тарелочки бельгийские. Я дошел до Аси, а у нее здесь новинка. Посмотрите, какой кувшин. Высокий, вытянутый. На меня похож, такой же красивый. Элегантный, статный. Цвета. Да. Ну что, надо же вас веселить что-то. Конечно, на вкус цвет. И не тяжелый, кстати, вот какой-то вот, учитывая вот объем. Они все, вот это тоже вот такой. Очень это тоже красиво. Италия, вот у них такие, вот какой-то фарфор. Ну, гирлянды цветов идут вниз, вверх. Да, он один, да, без всего? Да. Потому что ему хочется пару. Или у всего красивого должна быть пара, я бы так сказал. Посмотрите, что я у Аси нашел. Сиденька. Антикварный дуб. Это из дуба. Типа морского этого штурвала, или как его называют, крутится. Какая прелестнейшая. Помните, мне как-то одна из зрительниц, одна из королев высылала подобную, только это больше. Шкатулочка шикарная. Смотрите, что еще я у Аси нашел. Это что-то невероятное, подсыпучее. 6 мелких, вот таких. Но это царство, это королевский. Посмотрите, какая крышечка. Перламутр какой красивый. Здесь какой-то рисунок. Вот он, видите, это не отражение, это рисуночки. Вот тут вот. Так, таких мелких 6 штук. Покрупнее вот этих 4. Вон он даже орнамент немножко тут подстерся. И 2 под уксус или что это? Какая красота. Я Аси говорю, неужели ты себе не захотела такое? Она говорит, у меня нету некуда ставить. Это надо же красиво все поставить на одной полке. Вот вместе вот сейчас стоит просто роскошь. Соуснички хочу вам показать вот эти. Здравствуйте. С золотыми ручками. Один поменьше, другой побольше. Порцелан, Бавария. Вот, один поменьше, другой побольше.
Ой, тарелочки здесь. Ах, не стоит. Тарелочки, как красота. Шуман, Бавария. И вот эти косы. Какие косы, вы посмотрите. Мечта. Но сколько времени уходит их расчесать-то. Прелестнейшая картинка. Золотые косы. Сразу вспоминается песня Ветлицкой. Золотые, золотые, золотые косы. Да, и все-таки одежды раньше были восхитительные. Это Золушка бежит от принца. Вон он держит ее одну туфельку в руках. Здесь целый комплект. Похоже, из сказок, да? Сказки братьев Гримм. А, сказки братьев Гримм. Вот нам подсказывает продавец. Полная серия, 12 штук. Да? А на вид их даже больше здесь. 12. Это что, храбрый партняшка или что это? Это, а кто у нас спал-то? Что, простите? Вот это кто у нас спал? Спящая красавица. Горем убитые королева с королем от того, что красавица спящая. Так, это у нас бременские музыканты. Тут что? Тут, которая уколола пальчик. Как это? Вот это как назывался? Сказка, не помню. И, конечно, кобальт замечательный. Какие миленькие. Соломка. На ножках. На украшение стола. Бабочка. Сколько такая бабочка стоит? Бабочка. Бабочка, а там что-то написано снизу, цена? Нету. Ну, можно за 4,5. 4,5. Как я рассчитывала, 56. А чья она? Кемер, Германия, Кемер. Кемер. Это то, что старый Фолькштедт. Роскошная, да. Это под яички. А можно и соломками. И здесь интересная салфетница широкая. Для целой пачки, а то и 1,5 пачки сюда поместится. 7000. А такая чья? За 1000 можно. Вообще стоит 2. А чья она? Французская. Франция. Клейма на ней нет. Нету? Ну какая же прелестнейшая. Милашка такая. Милашка-малышка. Малышка-милашка. У Вадима нашел вот такую тарелочку с ягодками. 2500. Подвесная она. Подвесная. Здесь надпись какая-то есть очень красивым прочерком. Кто может прочитать, что это? Вадим предполагает, что, возможно, это лемуш. Как думаете? Ну, красотка. Что уж говорить. Мы нашли с ним у него вот такую шкатулочку из карболита. Под украшение. Наверное. А там, кстати, печать есть. Ну-ка. Вот так бывает, печать не видно, а на этом оно читается. Так. РСФСР, ВДНХ. Прочитал. Интересный экземплярчик. У него там лежало серебро. Вот это. Смотрите, какая ложечка с попугайчиком. Это ненормальная вещь, но мне нравится. Тут еще варианты есть. Две. А, их даже 3. А, нет, 2 вот эти красивые, одинаковые. Фуражки. Ну, попугай классный. Дулева, 52 год. Даже Дулева? Ого, красота какая. 25 тысяч штук. 52 год. Обалдеть, красота какая. Ух, роскошь. И у него еще ворона вот эта. Видите, какая. Это прям вот они через стенку с Асей. Вот он, Асин товар.
со стороны как раз покажу. Вот на той стороне стала, вот эта сторона и вот эта часть. А здесь у Вадима. Вот это я вам показываю. С серебряными штуками все вот эти. А, вот эти три, ага. 875-я проба. Угу. Это я вам уже все показывал. Эти видео подставки под столовый прибор. Да. Они не серебряные, а посеребренные. Вот это хорошенькая. Да. Ну, это Милашка. богемия. Ерунда. И там у него шар есть тоже, богемия. Русалки с рыбами. Пик сезона. Как раз июль месяц. Бриллиант. Бавария. Ну да, это посылает с небес лучи, благодать. Интересная тарелка. Что здесь затаилось, спряталось в сундучок в конце рынка? Под стеклом. Еще и выкрашено в один цвет все. Красиво. Сырница огромная, классная. Подстерлась, правда, золото. Большая, 14%. Рамочка 7000. Можно сказать, что царских времен. Выставляется здесь вот такая, и она стоит. Классная. Посмотрите, какой горшочек с курочкой. В горошек. Под сыпучее, под сахарок. Да, кстати, можно как сахарницу использовать. Ага, яйцо. Спаси и сохрани. Кашпо с лягушей. 300 рублей всего лишь навсего. Королева, между прочим, лягушка-то. Или король. Готовые здесь шкатулочки, различные баночки. Все, это уже конец рынка. Все собираются. Некоторая часть уже ушли. Людей мало. Здесь еще вот такой вот я увидел экземплярчик. Интересный. Ну, не так прям аховый, но неплохой. Там тучи надвигаются. Не знаю, дождь, наверное, к вечеру будет. Все, еду домой монтировать для вас видео. Ух ты! Даже с ключами. С ключом. Прикольно. Ключ прям старенький. Сколько ж такие стоят? Какой штофик интересный. Дракоша. Дракоша с мечом. Футболист. Забавный. Во рту у него открывашка. Еще и свисток. Боже, боже. Все серьезно. Ну все, иду в сторону дома. Вот они вот на таких тележечках потом разъезжаются, продавцы. Как правило, своими руками все. У кого-то товар здесь оставляют, увозят в гараже. У кого-то в киосках просто закрывают, как у Васи. Так, ну все, до новых встреч. И уже, наверное, следующих выходных, потому что не знаю, сегодня суббота, не знаю, воскресенье вырвусь или нет. Вот еще везут, видите. Здесь всегда фотографируется молодежь. Все, всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч, ваш Иван Рыбников. Но без невесты сегодня не обошлось. Вон она стоит за фотографом с бокалом шампанского. Невеста на удачу, поэтому я вам покажу ее все-таки. Здесь можно сфотографироваться с кем? Сокол это или кто? А, и голубь у него в руках, голуби и сокол. Ух ты, какие там у него когти-то держатся, серьезно. Все. Понравилось? Хочешь погладить? Дом поделать.